И каждый поляк обожает Америку и обожает американцев. Как Польша и США связаны политически? С поляками и с положением Польши, интересом Польши просто традиционно считаются. То нужно вернуть в большую семерку Рашку. Куда их вообще? Их грозить стенкой лучше, ровчик с крокодилами выкопать и колючей проволокой обнести, так 3-метровый. Там чуть ли не половина Варшавы современной построена на американские деньги. Анджей Дуда — это заклинатель Трампа. В Польше будет вот эта вот как раз-таки военная база, и назвать ее Форт Трамп. Трампу очень хочется унизить Владимира Зеленского. То есть, не народ Украины решает немножко, а Дональд Трамп уже своим мнением. Но Польша очень хорошо реагирует. Погнали. Кирилл, почему и как так получилось, что у поляков отдельные интересные условия по США, да, это без виз, у граждан Америки отдельные условия по пребыванию в Польше, и в Польше много военных баз США? В Польше немного военных баз. Немного, да? В этом выпуске я хочу разобраться с исторической связью между США и Польшей, да, как это сложилось так исторически, что у них есть теплая взаимосвязь. Да, взаимосвязь на самом деле у них очень теплая, и если мы посмотрим на опросы общественного мнения, кого поляки любят больше всего, то поляки там просто в абсолютных лидерах на первом месте. То есть практически каждый поляк обожает Америку и обожает американцев. Да. Корни этого вообще растут, на самом деле, очень далеко, еще в 18 веке. Я вижу страх в твоих глазах, что я буду рассказывать историю всех 250 лет, но на самом деле так не будет. Лично я обожаю историю. Ну, дед Кирилл может толкнуть проповедь часика на 3-4, поэтому я постараюсь коротенько, минут на 40. Был такой великий человек, Тадеуш Костюшко, он национальный герой в целом Речи Посполитой, то есть он родился в Беларуси, и мы его считаем своим национальным героем, поляки его считают тоже своим национальным героем, но также он очень много сделал для Соединенных Штатов Америки. Он в свое время участвовал в американской войне за независимость. Он по своему образованию был военным инженером и очень много помогал в строительстве разных фортификаций, когда американцы пытались выкинуть со своей земли подлых англичан, которые их гнобили всячески и просто мешали им развиваться дальше как самостоятельной стране. Вот с этого все началось. То есть уже тогда среди поляков появился вот этот миф, точнее даже такая вера в Америку, как такую страну мечты, куда можно приехать и начинать какую-то свою новую жизнь, да, и страна возможностей. И потом было несколько таких очень крупных волн миграции из Польши в Америку. Там в 19 веке там очень много людей повыезжало, очень много, еще больше людей выехало на стыке 19 и 20 веков, там из-за экономической ситуации в Рашкинской империи. Люди туда просто за хлебом, скажем так, ехали, да. Потом было понятно Первая мировая война и так далее, так далее, так далее. Что интересно, я, когда приехал в Польшу, скажем так, я человек, который родился в СССР, да, и у нас всегда Америка — это был такой главный враг какой-то, вообще заокеанский. Нарратив, да. Да, то есть выехать в Америку в коммунистическое время из наших стран, было практически невозможно. Разве что у тебя жена еврейка была. Или там как-то там невозвращенцы так называемые, да. Или супер по блату. Или просто по охрененнейшему блату, то есть, не знаю, там, сын дипломата, либо что-нибудь такое. Занимаясь бизнесом, вы, как и я, задаетесь вопросом, существует ли какой-то способ достигать результата быстрее, лучше, зарабатывать больше денег, делать это выгодными способами. Я, как и вы, задавался этим вопросом все прошлые 5 лет. За время работы с нашими клиентами, за больше, чем 500 запущенных бизнесов на польском рынке для наших клиентов, я нашел ответ. Этим ответом я готов с вами поделиться. Есть такая фраза «to know exactly what to do and do it good enough». Вам нужно знать, что конкретно нужно делать в бизнесе, и делать этого достаточно. Лучший способ этому научиться — найти человека, который уже прошел этот путь и поможет вам перенять этот навык. Так получилось, что за прошлые 5 лет я научился это делать, проведя сотни консультаций для наших клиентов, создав эту насмотренность. И сегодня у вас есть возможность взять эти навыки. Внизу под видео есть ссылка на анкету предзаписи, оставляйте заявку и
и до связи. И я с большим удивлением узнал, сколько поляков уезжало в коммунистическое время в США. Вот. На самом деле за вот этот период Польской Народной Республики коммунистической выехало 1 миллион и 300 тысяч человек. То есть это очень много. И вообще, в целом, вот эта диаспора польская, называется по-польски Полония, да, она в США составляет примерно 10 миллионов человек. То есть это и сами мигранты там первого, второго поколения, и уже потомки, да, то есть вот этнические поляки. И насколько я знаю, Торонто как-то так исторически, да, сложилось, что... Торонто — это Канада. Ой, Торонто. Чикаго. Да. Я их вечно что-то, они мне похожи. У меня есть одна такая история из моего очень близкого окружения. Самый близкий мне человек, поляк. У него прабабушка с прадедушкой выехали в США в 30-е годы, когда была Великая депрессия. И его бабка родилась в США. Вот. Потом случился такой казус. В семье было несколько детей. Родители, естественно, тяжело пахали, работали. Дети были сами дома, и дети сожгли родную хату. Вот, играли со спичками. И так вот как-то получилось, что они вернулись в Польшу примерно в августе или в июле 1939 года. А 1 сентября началась Вторая мировая. Вот. Но что самое интересное, у нее всю жизнь был американский паспорт. Представляешь? То есть вот даже в очень махровые коммунистические часы, когда еще Сталин жил, вот, она ходила, светила американским паспортом, и никто ей ничего не сделал вообще. То есть как бы нормально. Ну окей, американка и американка, да. Вот. И вот во время коммунизма очень многие поляки выезжали, у них была такая возможность типа по воссоединению с семьей. Если у тебя есть родственники в США, то вот можно было поехать. Единственное, что типа туристически тебе давали временный паспорт заграничный. Вот. Но люди просто не возвращались и там оставались. И как-то там уже легализировались. Да, и вот так получилось, что поляки оседали по-польски называется пас РДЗ, ржавый пояс. В Америке есть такое понятие, это вот этот регион вокруг Великих озер, там Детройт, Чикаго и так далее. И в Чикаго есть даже район, который называется Яцково. Вот, да, то есть там оседали поляки, типа как Брайтон-Бич, знаешь, вот такое, чисто такое вот польское поселение такое, скажем так, вот такая колония. То есть там, где до сих пор сейчас ты приедешь и купишь кабаносы какие-то, знаешь? Да без проблем вообще. И пироги, и схабовы. И схабовы кушаешь отличнейшие по польскому рецепту, да, и вывески до сих пор еще есть на польском языке, хотя, ну, как-то эти люди стали более-менее уже так разъезжаться, так интегрироваться в общество, да, перестали жить настолько компактно вот все вместе. Это часть фольклора, который там остался просто. Да, то есть вот когда говорят про польскую диаспору в Польше, про польскую диаспору в США, то сразу Чикаго. Да, Чикаго. Это вот первое, что приходит на ум каждому поляку. И на самом деле вот 10 миллионов, да, там этнических поляков. Мир разделяется на две категории. Первый — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Практически каждый поляк имеет там ближнего либо дальнего родственника в США. То есть, а есть такие регионы, например, как Подкарпатье, да, то есть на юге Польши, где просто вот банально в каждом доме есть кто-то в США. Вот. И мне там мои друзья-поляки там, из этих регионов, например, рассказывали, что они вот росли с тем, что какая-то там тетя каждый год на Рождество присылала там трогательную посылку, где были там маечки из Walmart с большим американским флагом, там какая-нибудь открыточка, и там аккуратненько сложенные $5. Знаешь, что просто не думали, что $5 это просто настолько охеренные деньги здесь. Вот. Ну, они выезжали еще из очень бедной страны все-таки, когда-то там 80-е, 70-е годы, и у них вот это представление как о Польше как о дыре мира на тот момент осталось. Вот. Это историческая, да, такая
спинбэк, да, исторически. А как Польша и США связаны политически? То есть как вот, если взять эту тоже канву там, ну, наверное, начиная с, я не знаю, с Первой мировой, да, и до нее там чуть-чуть, как вот политически это все работало? Да, тут вообще есть такая история, ну, я думаю, что любой человек, который уже немножко пожил в Польше, достаточно даже по Варшаве походить, чтобы увидеть названия разные в честь американских президентов, да, то есть Рондо Вашингтона, есть пляц Вильсона, например, вот, там сквер Гувера, ну и так далее. И вот пляц Вильсона, это вот он назван в честь американского президента Вудро Вильсона, который был во время Первой мировой войны. Он заслужил просто особенную любовь поляков. Почему? Потому что на тот момент Польша находилась 123 года под управлением других стран. Да, то есть в разорванной ситуации. В разорванном состоянии. Поляки все там пытались как-то что-то там делать, было куча всяких восстаний, но ничего не получалось. И тут случилась Первая мировая война, и возникло такое так называемое окно возможностей. И Вудро Вильсон, он настолько проникся польской темой, что в смысле, что когда составляли план Версальского договора, по которому закончилась Первая мировая война, то он настоял, чтобы туда был отдельно прописан пункт про то, что необходимо возродить независимую Польшу. Вот. Поляки, естественно, дядя Вудро, спасибо вам большое, да, то есть, и, короче, это настолько подняло проамериканские настроения с того момента, что несколько лет позже, это вот тема из 26-го года, в следующем году будет столетие. Даже очень многие поляки не знают про эту историю. Короче, в 26-м году поляки организовали акцию. Акция называлась «Декларация восхищения и дружбы Соединенным Штатам Америки». Была создана книга, точнее, этих книг 111 томов, где все дети польских школ, это 5,5 миллионов детей, писали трогательные послания с благодарностью Соединенным Штатам Америки. Вот. Туда же еще вписались все сенаторы, депутаты, президенты, премьер-министры, короче, все. Вот. И эти книги, они были очень красиво оформлены, там с каллиграфией, картинками и так далее. И все это было передано торжественно президенту. Уже на тот момент был Кулич, такой президент. Вот. Все, конечно, очень трогательно, со слезами в глазах и так далее, да. То есть и американцы бережно хранят это в библиотеке Конгресса США. Вот даже несколько лет назад, насколько я помню, они, наконец, оцифровали вообще все это. Вот, это вот и доступно. залили в чат GPT. Это доступно на странице вот Конгресса США, можно посмотреть. Вот, скажем так, такой пример, просто такой, на самом деле, огромной благодарности и солидарности между двумя этими народами. Что еще США сделала для Польши уже, возможно, если взять, там, я не знаю, начиная с 80-х годов, и вот более современная история? Скорее я сказал бы, там, 70-е, скажем так, я бы затронул бы. Давай. Сюда приезжал, это был единственный официальный визит президента США в коммунистическое время. Вот, это был Ричард Никсон. Вот, в 72-м году он сюда приезжал. Его приняли просто с помпой. Вот. Он приезжал по центру Варшавы в кабриолете, махал всем рукой, вся Варшава была на улицах, на самом деле. Я когда-то видел где-то хронику с тех событий. И даже у коммунистических властей Польши тогда был такой Эдвард Герек, вот, он правил с 70 по 80 год. Он настолько хорошо нашел общий язык с американцами, что он от них понабирал очень кучу больших кредитов под развитие страны. И на самом деле 70-е годы поляки, те, которые жили в то время, вспоминали как такое просто золотое время. То есть все было настолько хорошо и охеренно. Вот, экономическая ситуация была очень стабильная. Вот, но потом 80-е годы оттолкнулась с тем, что эти кредиты надо было уже отдавать. А кредит всегда хуже отдавать, чем брать. Да? То есть отрываешь от рта детей, скажем так, чтобы отдать дядюшке Сэму. Вот. Но... Ты знаешь, есть история по поводу кредитов, того, как Советский Союз США замариновало в плане холодной войны и того, что почему одна из причин, что там США выиграли эту холодную войну. И папа эту историю, мой папа, рассказывал мне про ножки Буша.
Было такое, да. Ты помнишь? Я помню, что такое ножки Буша. Да, ты помнишь, что такое ножки Буша. Да. И вот он мне рассказывал, говорит, ну вот у нас, говорит, это было, эти ножки Буша, все жрали эти ножки Буша, особенно в Москве их там... В Москве это была просто главная еда. Да. И Поэтому... да, если бы нет, то они потом все повымирали, на самом деле. Ну да. И ты как-то вспомнил за этот кредит, то, что его нужно отдавать, я что-то за эти ножки Буша вспомнил. Сколько всего было в нашей истории, да? Очень много, на самом деле. Забери нашу историю, и вообще непонятно, кто мы, да? Ну, естественно. Поэтому... Народ без истории — не народ. Да, это не народ. Окей, что еще из важных факторов, вот начиная там с 70-х? Ну и плюс они все это время США поддерживали Польшу в плане демократии, да, то есть Радио «Свободная Европа», вот, Радио «Голос Америки», поддержка солидарности. Вот, естественно, там черным налом, какими-то там обходными путями в чемоданах, бочках деньги везлись, чтобы вот помочь. А солидарность, ну, это все-таки главная движущая сила борьбы с коммунизмом, да. Вот. Ну и вот так оно подошло к появлению демократической Польши в 1989 году с очень такими сильно укорененными, да, традициями сотрудничества между Польшей и США, с огромной Полонией, вот эти вот миллионы, да, они стали в Америке в том числе и политической силой. Конечно, польское лобби не настолько сильное, как еврейское, вот, потому что еврейское лобби — это все-таки финансисты, корпорации и так далее. Вот, но 10 миллионов поляков — это 10 миллионов голосов. Ну да. Вот, поэтому кандидат, который придет и скажет, меня Польша не интересует и не интересует, что будет с Польшей, то очень большой шанс, что он просто проиграет выборы. Вот. Поэтому с поляками и с положением Польши, интересом Польши просто традиционно считаются. Вот. И вообще все вот это вот в целом, вот все, что я уже успел рассказать, оно вот привело к тому, что среди поляков есть вот этот вот American Dream, да, то есть это до сих пор есть. Конечно, уже в меньшей степени, потому что Польша сама уже не бедная страна, скажем так. Вот. Но вот очень многие десятилетия это просто была мечта людей. Но типичный пан Ковальский Типичный... мечтает... Да, типично пан-ковальский, знаешь, я знаю историю людей, которые поляки, которые переходили через мексиканскую границу. Вот, через Рио-Гранде, вот, прорывались там через какие-то там кордоны. Ну, то есть потом сидели в тюрьме, да? Потом у них там как-то получалось остаться, но некоторые, если даже такие, которые до сих пор живут нелегально, десятилетиями. Ну, в Америке просто такая система, что ты, в принципе, будучи нелегалом, вполне себе можешь жить. Взять кредит, купить дом. Взять кредит, купить дом, платишь налоги, есть есть страхование даже для нелегалов. В Польше нелегалу делать нечего, на самом деле. Он полностью вне системы, да. Что сейчас? Как сейчас выглядят отношения США и Польши? Ну вот на основании того, что эти вот связи настолько сильные, Польша считает США своим просто главным стратегическим союзником, то есть историческим, стратегическим, наиважнейшим из всех вообще возможных, да. То есть для Польши вообще в 1989 году, когда Польша стала свободной страной, поляки сразу моментально сделали геополитический выбор. То есть им настолько топила Рашка, вот, что тот ответ был просто очевиден. Вот, Russian, вот, мы идем на Запад. И буквально вот с восстановления демократии они начали поступательно идти вот к тому, чтобы вступить в НАТО и в Европейский Союз. Вот, в результате они вступили в НАТО в 1999 году и, наконец-то, выдохнули, потому что они оказались под зонтиком, да, скажем так, американским. Да. Все-таки есть 5-я статья НАТО, да, которая, ну, по крайней мере, в то время еще что-то значила. Вот. Сейчас не факт, но тогда да. Сейчас мы уже живем немножко в другой период. Вот. И в 2004 году они вступили в Евросоюз, который, ну, как бы с Америкой не связан, но все равно это все-таки западный мир, да, то есть они вот вернулись в западную семью народов. Вот. Да. И для поляков это было просто огромное счастье, огромное вау, да. В данный момент, вот если уже идти уже ближе к нашему времени, то отношения в целом, они постоянно нормальные. То есть и в Америке тоже есть понимание Польши как важного союзника, возможно, конечно, не наиважнейшего. Для Америки Польша значит меньше, чем Америка для Польши. Вот, ну, как бы это, да, и это естественно и нормально, в принципе. Вот. Но в целом все равно
Американцы про Польшу точно не забывают. Вот. И даже сейчас, вот когда там происходят уже такие очень разные непонятные события, то все равно на Польшу они смотрят пристально. Вот. Даже сегодня, вот, когда мы записываем подкаст, там вот была делегация американская, я видел там, что шли какие-то там переговоры. Вот, связанные с Украиной, конечно. Насколько США имеет большое влияние на Польшу и в каких сферах? Потому что сейчас рубрика «Слухи», да, неподтвержденные пока. Я слышал, что многие вот эти вот большие здания, да, высокие, которые построены, ну, как бы, типа, там, половина из них — это там иностранный, именно американский капитал, что там чуть ли не половина Варшавы современной построена на американские деньги. Половину Варшавы я бы, конечно, не сказал бы, вот, но то, что здесь присутствуют большие американские инвестиции, это точно. Вообще, надо всегда помнить, что американцы... Корпораций сколько здесь именно таких, знаешь? Американцы вообще в целом люди прагматичные. Вот. Для них бизнес — это бизнес. Святое. Вот. Это святое. Это даже важнее, чем политика, на самом деле. Вот. Везде, где присутствует американский капитал, можно себя чувствовать более безопасно, потому что американцы даже своих ценностей не будут так защищать, как своих денег. Вот, поэтому Польша традиционно и всегда просто добивается как можно больших инвестиций из США от разных американских корпораций. Вот буквально на днях, да, там с Microsoft там что-то там подписали или там объявили там 3 миллиарда долларов очередные там придут в Польшу на там развитие. Вот. Так что да, польский капитал здесь присутствует, это точно. Я не знаю, там половина ли вот этих небоскребов. Знаешь, чтобы хайпануть, округлил. Но я думаю, что ты недалек от правды. Я думаю, что таких реально много. Вот. Да. И как бы вопросы вот еще корпораций этих, да, там я в Кракове, помню, на Ручае жил, такой район. Знаю такой райончик. Да, и там проезжали там Motorola, прям такими большими буквами было написано. Здесь тоже много корпораций. Мне кажется, как-то их больше, как будто, чем там, ну, если сравнить ближайшие страны, там Чехию, допустим. Не, знаешь, тут как просто... будто их тут больше. Я думаю, что больше. Это, скажем так, тоже не подтверждаю никакими статистическими данными, вот. Но Польша просто как бы одна из все-таки важнейших стран вот этого региона, да, то есть если посмотреть вот на там Евросоюз и вот этот наш региончик здесь, Центрально-Восточная Европа, как по-польски называется, Ну, да? да. Вот, то Польша это, ну, во-первых, в силу своих размеров, вот, страна крупная, почти 40 миллионов человек, и страна, которая, скажем так, ну, есть такой пропагандистский штамп, который, в принципе, к Польше можно применить. Экономический тигр Европы. Вот. Ну, потому что, на самом деле, если посмотреть на развитие Польши, то Польша просто сделала настолько охренительнейший скачок. За эти 10 лет, да, как раз, или за сколько? 19, вот скажу я тебе. Я просто вот на своем чистом опыте. Я когда приехал в Варшаву в 2006 году... квартира стоила в Варшаве? Я помню, что в моем районе, где я сейчас живу, квадратный метр продавался по 3500 злотых. Вот. То есть 60 метров, ну, там около 200 тысяч. Сейчас эта же квартира будет стоить, там, ну, 800 тысяч. То есть, ну, очень неплохо. И, я так понимаю, Биоленки еще не существовало? Вот я живу на Биоленке, она уже немножко существовала. Да, я просто живу на этой старой Биоленке, которая около речки, около Вислы. Вот, и да, то есть, ну, представляю себе разницу. Вот. К тому же, ну, я приехал сюда, и, знаешь, я вышел из... автобуса, я там через Киев ехал, вот, и да, конечно, ну, это не был такой запад, прям запад-запад, вот здесь еще ездили старые карусы, вот, даже в Минске уже их не было на то время, вот, но в то же самое время присутствовал вот этот вот капитализм, знаешь, чувствовалось, оно витало в воздухе, огромные торговые центры, счастливые, улыбающиеся люди, ну, там, в большинстве своем, скажем так. Вот. Но все-таки это еще была страна, которая видно было, что она только-только выкарабкивается. Вот она на тот момент была только 2 года в Евросоюзе. И посмотри на Польшу сейчас. Да, очень. На самом деле, да. И у ребят наверняка тоже 10 лет разница. 15-й год и сейчас это тоже большая разница. Да. Это очень сильно заметно. Да, вот. И это, конечно, ну, это не только американцы, потому что тут вот еще и Евросоюз очень большие деньги вливал. Вот о чем мы разговаривали уже в предыдущем подкасте. Да. Вот. Но американские деньги, американское влияние здесь есть постоянно, оно чувствуется, оно есть, было и будет точно.
У нас сейчас, в США новый президент. У нас в США новый президент, да. Ну, в моем США, я бы сейчас сказал, да. В США новый президент Трамп, и какие нарративы сейчас есть у Трампа по поводу Польши, да, и у нас один из вопросов, даже мы готовили его, дружит ли Анджей Дуда с Трампом. Да, вообще, знаешь, ситуация такая, что мы тоже в нашем подкасте, вот, кстати, ребята, да, подписывайтесь также и на наш подкаст «Заробленная Польша», там ссылочки вы найдете в описании. Мы, когда только Трамп победил, и, знаешь, во всем мире был такой шок, типа what the fuck, да, вот, мы не хотим этого рыжего, вот, и мы разбирали вообще, чем это грозит для Польши. И тогда, помню, оппозиция, вот нынешней власти, стала кричать, что Туск, давай собирай чемоданы, иди в отставку. Потому что он, типа, президент, который не из твоего вот лагеря, скажем так, политического, да. Вот. На самом деле, победа Трампа для Польши в плане стабильности не так уж сильно значит, вот именно для самой Польши, да, потому что американское присутствие, оно здесь было и будет, вот. Да, в данный момент, вот особенно последние дни все настолько сильно ускорилось, и что посыпались от администрации Трампа уже такие часто противоречивые сообщения, что там раз они накладывают пошлины, раз они не накладывают пошлины, там, знаешь, там утром проснулся, вывожу войска, вечером кладу спать, ввожу обратно войска, да. То есть получается такой, информационный шум, который создает этот человек, вот. Но вот буквально на днях был в Варшаве министр обороны Пит Хексет. Вот, и он опубликовал, он встретился с министром обороны Польши Владиславом Косиняком. Я так понимаю, они обсуждали оборону. Но я так подозреваю и надеюсь, что не обсуждали оборону. Вот, да. Точно не ЗУС и ПИТ. Это точно не ЗУС и ПИТ. Вот, и я думаю, им было о чем поговорить. И он опубликовал очень сдержанное, но при этом очень адекватные твиты в Твиттере, вот, где просто подтвердил, что Польша — это вернейший союзник, вот, главный партнер вот в этом регионе и так далее, и так далее. Вот, то есть, как бы, это, остается, да. Но Трамп, как он повлияет может ли он как-то повлиять на Польшу? И давай здесь чуть покопаемся. Он уже влияет на президентские выборы. Вот, да, вот мы в предыдущей теме про них уже поговорили, но не затронули американский аспект. Да. Когда выиграл Трамп, всему миру стало понятно, что произошел правый сдвиг. Да, то есть и вообще все правые силы во всех странах мира сразу получили ветер в свои паруса, вот, и подумали, что все, мы уже сейчас победим везде. Вот, в принципе, оно заметно, и оно влияет прежде всего на то, как ведется президентская кампания в Польше. Например, ты помнишь про эти 100 дней? Это что же правый заявлял? Про то, что я за 100 дней там что-то сделаю. Где он это взял? За 100 дней... Нет, подожди, я говорил про 100 дней и цены на электричество, что он там поднимет, это я помню. Это ж... вообще в целом, скажем так, Дональд Трамп, он человек, он популист, да, вот, он кидает очень много таких вот односложных обещаний, типа «я сделаю Америку великой». Не спрашивайте меня как. Я это просто знаю. Вот. Все мигранты идут. Да, то есть 11 миллионов человек мы выселим. Не спрашивайте как, вот. Я просто знаю. Да, они на данный момент там депортировали, не знаю, 500, но главное, что депортировали, да, там. Да. А люди уже забыли, что он обещал 11 миллионов депортировать. Вот. Точно так же было с войной в Украине. Он обещал за 24 часа, вот. Его начали там уже высмеивать, и последние дни там, да, пошел уже какой-то процесс, который там, непонятно, чем он, конечно, закончится. Это посмотрим. И тут, скажем так, прогнозировать вообще что-то, я думаю, ни один человек в мире не будет браться прогнозировать, чем это все закончится. Вот. Но он еще влияет на то, что польские политики поняли, что вот эта вот левая повесточка, что она такая ультралевая повесточка, что она немножко перегнула, да, вот, дошло понимание. Что все, конечно, очень хорошо, там мы там за экологию. Все такие демократы. Мы там за экологию, конечно, но это не означает, что мы будем 5 поколений вперед платить за энергоресурсы в 10 раз больше в имя того, что когда-то наши праправнуки будут там бегать по зеленым мозаикам. Да? То есть мы живем тут и здесь и сейчас. И каждый человек хочет жить как можно лучше и есть как можно слаще. Это абсолютно нормальное явление. Вот. И, кстати, очень сильно видно
На примере пассажира. Рафал Трzaskowski, мэр Варшавы. Его, когда сделали кандидатом, у них такие были праймерис, внутри два кандидата, Рафал Трzaskowski и Радослав Сикорский, который министр иностранных дел. И Радослав Сикорский, он такой человек более консервативных взглядов. То есть, он, ну, не то чтобы там сильно консервативный, но он такой, знаешь, умеренно консервативный. Вот. И они... Рафал Трzaskowski, он просто более харизматичный. Он более харизматичный, привлекательная внешность. Вот. И, короче, они его выбрали. Вот. И тут выигрывает Трамп, и такое ощущение, что они подумали, блядь, что ж мы сделали? Вот мы выбрали человека такого довольно левого, вот. Надо что-то, менять, да. А все, выбор сделан. То есть, как бы сказать, что, ребят, мы ошиблись, мы еще раз правились, привезем, это будет несерьезно, и все их высмеют. Вот. И они начали лепить из Рафала Трzaskowski'ого Радослава Сикорского. То есть, такого человека с более угрюмым видом, говорящего... То есть его реально внешний вид поменялся? Он такой, типа, был на серьезном? Он обычно всегда был более улыбающимся, а тут он такой стал, знаешь, такой более рассудительный, такой, вот, более спокойный. И его повесточка поменялась. То есть они вообще практически полностью удалили вот из поля вот всякие там левые постулаты, вот, и сконцентрировались на таких более центровых, скажем так, да, таких чуть-чуть даже с правым, скажем так. Даже вот антииммигрантская риторика начала проскакивать. Типа, ну, я так понимаю, это карта, которую разыгрывают все, да? Это сейчас разыгрывают все. И вот в нашем подкасте я говорил, что такие вещи не берутся ниоткуда. Просто все партии делают постоянно, особенно в период выборов, заказывают очень дорогие исследования постоянные. То есть там даже есть, вот ближе к выборам будет даже у них ежедневный датчик. Вот каждый чих кандидата будет проверяться на реакцию на фокус-группах. Да? И им просто вышло в исследованиях, что вот есть антииммигрантские настроения. И давай-ка мы будем это спирать, да? Еще и больше. Давай-ка мы вот эту карту разыграем, да. Вот. Тем более, что во втором туре выборов, ну, потому что вот сейчас, на данный момент, можно, скажем так сказать, что главная борьба будет идти между вот пассажиром и Джеки Чаном, да, то есть... И, ребят, если вы не понимаете сейчас терминологии, очень важно ее понимать, посмотрите наш предыдущий подкаст, он тут будет в подсказке, кто у нас Мэрилин Мэнсон, Джеки Чан и пассажир. Это, если коротко, мы очень профессионально с Кириллом охарактеризовали польскую политику. Ну а если серьезно, там классный глубокий подкаст про фундаментальные вещи в польской политике. Да, обязательно посмотрите, я там много чего наговорил, надеюсь, будет интересно. Вот, и, короче, у нас вот эти вот два мэр Варшавы и кандидата права и справедливости Кароль Навроцкий. Вот они будут, скорее всего, сражаться между собой, вот у них будет файт такой, да, за звание Биг Босса. Но при этом решающими голосами во втором туре будут голоса вот этого Мэрилина Мэнсона. Самых правых. Да, то есть и тут, скажем так, вообще нет, не факт, что они проголосуют вот за более правого кандидата. Потому что у них там всякие там рыночные вопросики, они же либертарианцы там в очень большом количестве. Вот, и поэтому, скажем так, я буду наблюдать. На данный момент все так выглядит, что вот все-таки они в немного большей части проголосуют вот за пассажира. Давай сейчас сделаем такое предсказание в контексте США, да, и отношений Польши, куда они могут вылиться в какой-то короткой перспективе, средней и там большой. Попробуем посмотреть на это на перспективу 1-2 года, там 5 лет и там 20 лет условно. Окей. Ну, знаешь, если перспектива вообще ближайшая, то тут все завязано на вопрос Украины. Войне в Украине. Да, война в Украине. Все хотят, чтобы эта позорная война наконец-то закончилась. И все нормальные люди, по крайней мере, хотят, чтобы эта война закончилась как можно лучше для Украины. Вот никто не хочет, чтобы Российская Федерация через пару лет воспряла духом и пошла с сабелькой махать снова, да? Переобулась, да. Они это умеют, скажем так. История показывает. Мы их хорошо знаем. Поляки их тоже очень хорошо знают. Абсолютно. И я сегодня слышал какие-то уже такие истории, что Трамп говорил, что нужно вернуть в большую семерку Рашку, и именно потому, что их там с 2014-го нету, мол, началась эта вся история. Вот если бы они сидели за столом переговоров, то этого бы не было. Ну, знаешь, у меня отношение к этому очень мое личное, но это мое личное отношение, очень негативное. А у нас тут только про личное. Да, то есть это
абсолютный для меня кринж, вот, потому что, блин, куда, бля, ну, куда их вообще? Их грозить стенкой лучше, ровчик с крокодилами выкопать и колючей проволокой обнести, так, трехметровый, вот, чтобы никто не вырвался. Вот, знаешь, все зависит от того, на каких условиях эта война закончится. Вот, буквально сегодня прошел первый раунд переговоров, когда наши зрители будут смотреть, у них уже будет больше информации, потому что все настолько ускорилось, что каждый день просто все с ног на голову переворачивается. Нашему каналу уже больше 5 лет, и за это время мы воспитали целое поколение предпринимателей, которые открыли бизнес в Польше, стартовали здесь жизнь, взращивают детей, бизнесы и счастливо живут. Многие из вас писали классные сообщения с благодарностями о том, что вы создали новый бизнес, вы приняли правильные решения по легализации. Многие спрашивают, как нас можно отблагодарить, и в этом видео я презентую вам наше спонсорство, да, вы можете стать спонсором нашего канала. Мы решили пойти дальше. И вместо того, чтобы просто иметь возможность нам задонатить, да, вы можете получить ценность. Это ценность в виде сообщества, которое мы создали, сообщество людей, которые проголосовали за наш проект денежкой. Да, это уже избранные люди. Мы выдадим несколько ценных обучающих программ. Это то, что мы собирали эти 5 лет. Это курс по легализации в Польше, курс по jednoosobowej działalności, что делать после регистрации бизнеса в Польше. Я хочу рассказать, куда пойдут эти деньги. Создание качественного контента – это кропотливый труд, как и по стороне сотрудников, команды, подрядчиков, так и нашего личного времени. Бюджет пойдет на создание лучшей картинки и звука на канале, на поиск и интервью с еще более классными профессиональными спикерами. И теперь у вас есть возможность поддержать нас, более того, стать частью нашего проекта, войти в комьюнити и получить ценное вознаграждение. Есть такой мем, где там чувак сидит в туалете, вот так держится за голову и кричит, что блядь, происходит. Это вот я последние несколько дней, потому что... У меня в инсте я выложил такой скриншот, фотографию, скриншот загрузки, и там написано «Новый мировой порядок», и практически загрузилось. На самом деле это очень правильный мемчик, потому что, да, мы становимся свидетелями построения нового мирового порядка. Дональд Трамп пустился во все тяжкие. Вот. Вообще он просто без тормозов газует. Как под коксом, вот серьезно. Да. Просто сорвало башню у человека. И, я как бы немножко понимаю, откуда у него все это растет. То есть, как бы он человек довольно пожилого возраста. Ты сейчас про детские травмы? И про детские травмы, и про то, что ему уже много лет. Вот, ему нечего терять. Во-первых, ему нечего терять. Вот, сколько ему осталось? Вот, да. Плюс травмы с предыдущего срока. Незакрытые плюс гештальты с предыдущего срока. Незакрытые гештальты очень серьезные. Плюс то, как его обижали. А у него эго, вот серьезно, если сравнить Вселенную и эго Трампа, то я не уверен, кто будет больше. Вот. А его эго очень сильно задели и поцарапали. Вот у меня такое предположение, что с той же самой Канадой, почему он там вдруг резко стал кричать, что это 51-й штат, потому что я помню, это был, по-моему, саммит большой шестерки, вот, насколько я помню, это было в Англии, и помню, что камеры словили момент, когда Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, общался с другими лидерами, и ржал с Трампа, кривлялся, там что-то там передразнивал его. Вот. Трамп, естественно, это потом увидел. Вот. И я уверен, что это личная месть. Точно так же у меня есть, к сожалению, ощущение, что Трампу очень хочется унизить Владимира Зеленского, вот, потому что Владимир Зеленский отказал пару лет назад Трампу в помощи в поиске компромата на сына Джо Байдена. Вот, да. При том, что Зеленский поступил на самом деле абсолютно правильно, но Трамп это запомнил. Вот, он точно это помнит. И Трамп сделает все возможное, на мой взгляд, чтобы Зеленский не был президентом, вот, когда война закончится. В принципе, они это уже сегодня даже объявили, что надо проводить новые выборы. Да. Вот, и Трамп сказал, что по его взгляду у Владимира Зеленского нет поддержки. То есть, не народ Украины решает немножко, а Дональд Трамп уже своим мнением. Тем самым он тоже многое сказал. Да. Хорошо, вернемся к Польше. То есть, получается, перспектива ближайших Да, лет. я немножко поплыл.
Не-не-не, это классно, случается. классно. Вот, да, на самом деле, да, в перспективе ближайших вот парочки лет все будет очень сильно зависеть от того, что будет с Украиной. Вот, но Польша очень хорошо реагирует, на самом деле. Польша, во-первых, Польша из-за того, что она очень хорошо знает, что такое рашка. Вот, а поляки, как только случилось 24 февраля, они сразу стали наращивать военные мощи. Да. Вот. И Польша страна, которая на данный момент, по-моему, она на первом месте вообще среди стран НАТО по расходах на армию в отношении к ПКБ, Да. ну, ВВП. Да. ВВП, да. 3% ВВП они планируют потратить в этом году. Больше. 4,71. О. Это очень много. День добрый. Да, это серьезно, это очень много. Это очень много, Это просто очень большая сумма денег. И в следующем году... И общество, я так понимаю, это поддерживает. И общество поддерживает, потому что общество знает, что... Поляки знают, кто такие русские. Что такое инвазия, да. И поэтому поляки с радостью готовы эту цену понести. Вот. В следующем году, по-моему, будет уже 5%. Трамп в первый свой срок вот, очень давил на страны НАТО, что делаете, почему вы не инвестируете деньги в армию? Ну, прежде всего, это касается Западной Европы, потому что там такие розовые пони в солнечных очках, там, розовых, да, они такие сидят... Отлетевшие немножко, на самом деле. Вот, про там Бундесвер я там читал, что его там практически не существует на самом деле, да, потому что там все давно уже сгнило, и давно никто не вкладывал деньги. Вот, и Трамп уже тогда всем грозил, что платите деньги, и вот в этом плане я с ним абсолютно согласен. И Польша уже тогда стала очень сильно наращивать, и американцы это видят. Во-первых, они это видят и ценят. Вот, во-вторых, Польша у американцев-то это покупает. Во-вторых, Польша покупает это у американцев. Они-то их отоваривают. А американцы любят делать деньги. Вот поэтому, скажем так, тут, знаешь, тут геополитические интересы и политические интересы, они очень хорошо совмещаются с интересами бизнес-интересами. Да. Вот, поэтому это такой классный матч, вот как в Тиндере. Окей. Поэтому, да, в ближайшие пару лет с Польшей в этом плане будет все в порядке, если только Россия там не начнет опять бузить. Вот. Плюс у Анджея Дуды, у нынешнего президента У Дональда Дуды, да. Во-первых, у него очень хорошие отношения с Дональдом Трампом. Анджей Дуда будет президентом до 7 августа 2025 года, то есть еще примерно полгода, там почти. Вот, в Америке, на самом деле, среди журналистов, которые работают вот в этом таком президентском пуле, скажем так, есть даже такое выражение, что Анджей Дуда – это заклинатель Трампа. Что у него есть какое-то такое вот положительное влияние на Трампа, что у него получается по каким-то вопросам Трампа убеждать. Вот что у мало кого на самом деле получается. Интересно, необычный такой факт. Я это слышал, да, от нескольких разных журналистов, вот в каких-то там статьях, там, либо в каких-то интервью. И то есть это не просто так, что кто-то один где-то что-то такое ляпнул. Вот поэтому я очень надеюсь, что Анджей Дуда будет это как-то использовать. Плюс у Анджей Дуда вот что показывает, что он им знает, как подойти, с какой стороны подойти к Трампу. Еще в первый срок он предложил построить в Польше американскую военную базу и назвать ее Форт Трамп. Ну да, я помню. Вот, да, и эта история сейчас снова выплыла. Вот буквально пару дней назад она снова появилась в медиасфере, поэтому я думаю, что это будет как-то пропихиваться. Конечно, вопрос, согласятся ли американцы. Вот. Ну, если Польша заплатит, в смысле, за содержание и так далее, то, думаю, согласятся. Ну, короче, будем смотреть, как это пойдет. Если речь идет про такую более дальнюю перспективу, да, то... Сколько лет? Какой ты берешь? 10 лет. Вот. Я думаю, что через 10 лет вполне возможно, что в Польше будет вот эта вот как раз-таки военная база американская. В полном понимании. Да, потому что создание американской базы, это вообще военной базы такой конкретной, это все-таки не полгода и не годик. Вот. Это инфраструктура соответствующая, то есть и так далее. Кстати, буквально месяца 2 назад в Польше открылся первый постоянный военский американский объект. Это база противоракетной обороны. Это, вообще, это
там нет ракет, вот, это база слежения, вот, в Радикове, вот, и это первый постоянный объект, построенный американцами, содержащийся американцами. То есть вот одна вот это в Радикове, плюс есть еще 8 тысяч американских солдат вообще в целом в Польше, вот они... Для сравнения с другой страной это много или нет? Ну, это прилично, да, то есть в Беларуси ни одного. Ну, то понятно, а в условной там, Франции, не знаю. Во Франции, честно говоря, я не знаю, сколько там точно, вот, единственное, что есть еще такой интересный момент. Американцы держат свое ядерное оружие на территории Европы. Вот. Например, в Германии. И это оружие, ну, то есть не немецкое, оно американское. И в Польше постоянно возникает вопрос, вот, что надо как-то так вот подойти к американцам, вот как-то их так уломать, чтобы у нас тоже оно было. Вот. Потому что, ну, как гарантия безопасности. Гарантия безопасности, да. Шпульнет в нас, мы шпульнем в ответ. Да? То есть просто сразу крестик на Москве поставить вот на карте, и пусть летит. Вот. И чтобы русские знали, что оно так будет. Да? То есть это была бы такая, ну, на самом деле, хорошая гарантия безопасности. Появится ли оно? В данный момент я не уверен, честно говоря, потому что не уверен... Вот из-за того, что так все быстро развивается и очень своеобразные отношения Трампа с Путиным, вот, что не уверен я, что Трамп настолько бы, или даже его уже следующий преемник, да, настолько хотел бы вот раздражать Россию. Неадекватно вас. Да. А в более долгой перспективе вообще в целом про польско-американские отношения я абсолютно спокоен. Вот как они 100 лет до этого были просто прекрасными, так же они будут и в будущем, я просто уверен. То есть вообще нет ничего, что указывало бы на то, что эти отношения могут как-то разрушиться и как-то угаснуть. Да, знаешь, там они при некоторых администрациях чуть там менее теплые, при некоторых чуть более теплые, но они все равно есть, и они все равно хорошие и стратегические. У меня есть история. Мы там консультировали американца, у него американское гражданство, он находится в Польше, и он сказал такую вещь, что только с одной страной, я не знаю, может быть, не только с одной, но с Польшей есть такая акция. Он как американец, у него тоже тут безвиз в ЕС. Да. Но если он улетает из Польши в другую страну, не ЕС, и возвращается только в Польшу, то он может вылететь на один день, и у него обновится этот безвиз, в отличие от других стран. Да, там как-то, я вот, честно говоря, не полностью помню, как там для американцев Польша. Вот, там, по-моему, 90 дней они могут пребывать без визы. Да, но суть в том, что им надо потом выехать, и им надо подождать еще 90 дней. Понял, чтобы прошел коридор. Но если он вылетел из Польши и вернулся обратно в Польшу, то ему можно... Это какие-то тонкости закона, да. То есть я вот про это, честно говоря, даже не знал. Очень огромный вклад в американо-польские отношения внесла госпожа Жоржета Мосбахер. Стыдно признаться, но я не знаю, кто это. Она была послом США вот в первый срок Трампа. Вообще, когда новая администрация пришла и объявила, кто будет послом, и информация появилась в СМИ, то я помню, что в польском обществе была такая реакция: господи, что это за кичеватая баба? Вот. Но на самом деле такая, она очень хорошая подруга Дональда Трампа, очень яркая женщина с рыжими пышными волосами, очень ярким макияжем, пластическими операциями и так далее. И на самом деле такой был, знаешь, чистый лукизм, вот, кого нам выслали. Вот, но она была самым ярким послом США и вообще послом, наверное, в Польше какой-либо страны в истории. То есть она вмешивалась в политику, что интересно. Ну, конечно, тут дискуссионно вообще. Хорошо ли это или плохо, но она себе позволяла. Вот, она там приструнивала иногда там польские власти, там, когда они там что-то там начинали бузить. Ну, тогда правило права и справедливость. Но прежде всего, чем она вошла в историю и почему ее поляки просто обожают. Поляки десятилетиями боролись за безвиз в США. Вот уже все страны вокруг, Мальта, Литва, Чехия, все могли... Литва. Да, то есть, серьезно, все вокруг могли уже ездить, а поляки нет. А почему? Потому что, во-первых, большое количество нелегалов польских, вот, плюс процент отказов на визы. По этой американской системе, чтобы вот попасть в эту программу без визы, надо иметь меньше 3%. Что сделала Жоржета? Она объявила общественную акцию.
И там в social media там выступило открыто, что, ребят, у вас в данный момент чуть больше 4%. Это был, там, по-моему, март 2019 года. У вас есть время до сентября. Давайте вы подадите очень много заявок на визы. Только подавайте только те, у кого хорошие основания, кто бы не получил отказа. И если вот к концу сентября у вас упадет ниже 3%, я выбью вам безвиз. Поляки пошли подавать заявление на визы, процент упал ниже 3%, и Жоржета взяла папочку с документами, поехала в Вашингтон и пролоббировала, просто выбила сама лично для поляков безвиз. И 11 ноября 2019 года, в День независимости Польши, еще так очень символично, Подарок. было объявлено, да, что приезжайте, пожалуйста. Вот все, страна открыта для вас. И вот с тех пор поляки могут без виз ездить в США. Ты ездил? Я пока еще нет. Но Но как-нибудь хотел поеду. бы? Посмотреть, съездить точно, да. Вот. Восточное побережье. Остаться? Остаться нет, у меня европейский менталитет. Вот там все совсем по-другому. Другой мир. Другой мир совсем, да. Мне здесь хорошо. Классно. Ну да, 19 лет. Сросся, Да. пустил корни. Спасибо всем, что посмотрели наш сегодняшний подкаст. И напоминаю, что у меня с моим еще другим коллегой Максом есть подкаст на белорусской мове про польскую политику, который называется «Зроблено в Польшу», где мы рассказываем вообще про то, что происходит в этой стране именно в контексте политики, но и не только. И все ссылки на наш подкаст вы найдете в описании под этим видео. И если вдруг у вас вот от чистого сердца возникнет желание поддержать нас финансово, потому что мы создаем наш проект только на основании краудфандинга, то все ссылки вы найдете на нашем канале. Приглашаем. Спасибо вам. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.